Краткое подведение итогов 2022 года. Что же произошло в мире сварочного оборудования, в мире сварочных материалов. Это, наверное, так же, как президент подводит каждый год итоги в новогоднем обращении и говорит, что этот год был сложный. Ну да, для нас всех этот год был сложный. Вы все прекрасно знаете, с какими событиями это связано. Год начался хорошо, стабильно, а дальше у нас началось. Ну, теперь давайте вернемся к сварочному оборудованию, к брендам, к материалам. Начали уходить один за одним американские бренды, европейские бренды, немецкие бренды, японские, южнокорейские, да все подряд вообще. Начался там хаос на рынке, курс доллара, курс евро, помните, вырос там в 2 раза и стал стоить по 150-180 рублей. Ну, в общем, цены, естественно, на оборудование поскочили и на материалы на сварочные. Потом у нас наступило лето, ну, был такой хаос, и никто не знал, что будет дальше вообще, как мы будем жить, где покупать сварочное оборудование, материалы и так далее. Дальше у нас что? Лето, более-менее ситуация нормализовалась, с поставками были очень большие проблемы, так как логистические крупные мировые компании ушли и логистику переводили там на китайских поставщиков, в общем, всевозможными путями, там и через Казахстан, и напрямую с Китая по поезда шли, но они сейчас до сих пор идут по сварочному оборудованию. Потом наступила осень, а осенью у нас наступили 2 выставки в октябре, это Weldex и Ruswell 2022. На обоих выставках этих я был. Ну и что, даже на одной выставке мы выставлялись, я был от компании, а на другой выставке просто как зритель. Общался, ходил с коллегами, с друзьями. И что мы увидели на этих выставках? То, что бренды сварочные ушли по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, а оборудование и материалы физически остались. То есть можно было купить спокойно Lincoln, можно было купить спокойно, там, я не знаю, ESAB, да все остальное оборудование, там, не знаю, EVM, ЧИ, да любое вообще оборудование, маски, там, китайские аппараты. Ну, то есть получилась какая-то такая интересная ситуация, диссонанс. Бренды, опять же, повторюсь, бренды ушли, а оборудование и материалы остались. Да, они стали чуть подороже, хотя некоторые даже и сохранили цену. Увеличился там срок поставки у некоторых брендов. Теперь что? Теперь хочу пару слов сказать про ESAB. Мы все помним это письмо весной этого года, когда ESAB все официально ушел, но заводы в России работают в Тюмени и в Санкт-Петербурге, производят сварочные материалы, и электроды, и проволоку, и флюс, и наращивают объемы, и часть продукции они возят теперь напрямую из Китая, там высокопрочную проволоку, ну там еще другие некоторые элементы. Если раньше они возили с Европы, Польша, Чехия, там еще пару стран, то теперь они это возят с Китая и также продают в России. Ну, то есть, как сказать, с ESAB история. Вроде ушли, вроде не ушли, у них полные склады, все хорошо, продают, заводы работают, да, работают нормально все у них. Это я к тому, что бренды ушли, а оборудование и материалы остались. Теперь по новинкам за этот год. Что у нас появилось? Что я лично увидел из новинок? Это турецкое оборудование Kavark. Это компания TC Tena Fronius. Дилер в России, привезли это сварочное оборудование. Как раз к Weldex представили его. Ну что, интересное оборудование. Посмотрим, как оно себя зарекомендует. Посмотрим, как оно будет работать. Привезли они его много. Сейчас активно ездят, его демонстрируют, показывают. Оборудование классное, достойное. По новинкам даже больше, наверное, не скажу. Также хотел бы вернуться к сварочным материалам, как я уже и говорил. То есть сейчас дефицита на рынке нет по сварочному оборудованию, по европейским, по американским, по там, немецким, по японским. То есть электроды КБЛК есть, Бёллер есть, Касталин есть. Ну, то есть все, что хотите, то, что можно купить вообще без проблем. Многие, опять же, вот я лично не знаю ни одной крупной фирмы, которая бы в связи с последними крупной фирмы по сварочному оборудованию, по сварочным материалам, которая бы закрылась. Они все как-то переквалифицировались, то есть адаптировались под рынок. Многие из этих фирм открыли свои, как сказать, представительства, либо там, не знаю, там, как сказать, договорились с поставщиками, грубо говоря, там, с Турции, с Казахстана, с Китая. Ну, теперь, если вы хотите, не знаю, 10 Фрониусов, 10 Кемпи, 10 EVM, да, не знаю, другого, Миллера, Линкольна, вы это спокойно можете купить через Турцию, вам привезут в Россию. Вы это спокойно можете заказать напрямую уже в Китае, вам прям с Китая привезут тот же оригинальный Фрониус, Линкольн, Миллер, там, я не знаю, все что угодно. Вы это можете спокойно, опять же, через Казахстан купить. Да, чуть-чуть подороже, да, чуть-чуть там логистика повыше. Но оборудование есть. И опять же, если у вас стоит задача, вам нужно 50 или 100 полуавтоматов промышленных европейских, да вы их можете купить без проблем. Никакого там, не знаю, проблемы сейчас в этом нету. Китайские бренды, естественно, очень сильно активизировались, и гораздо больше стало сварочного оборудования, да, гораздо больше стало сварочных материалов именно.
не то что даже китайских, а вообще азиатских. Это Индия, Китай и другие страны из Азии. Ну, активно заходят на рынок, потому что прекрасно понимают, что если кто-то ушел, значит место освободилось. Но хотя по факту они не ушли и остались. Но, в общем, ситуация такая интересная. По поводу отечественных производителей. Многие, наверное, думали, и может даже я где-то в том числе, то, что, допустим, вот у нас в России есть около 30 заводов по сварочным материалам. По проволоке, по электродам, по флюсам. Разные локализации. Где-то напрямую возят из Китая и просто переупаковку делают. Где-то полный цикл производства от начала до конца сварочной проволоки и материалов. И многие думали, то, что ну сейчас-то наша отечественная промышленность и отечественные сварочные материалы, как весь рынок займут. Но почему-то так не сложилось. Опять же, по разным причинам. Многие вот такие вот крупные поставщики сварочных материалов там, после Велдекса писали письмо в Минпромторг о том, чтобы повысить акцизы на китайские сварочные материалы. Ну, чтобы, грубо говоря, привозить в Россию и продавать сварочные материалы и сварочное оборудование. Про оборудование не знаю, про сварочные материалы точно. Чтобы было немножко невыгодно, чтобы была большая пошлина. Ну, чтобы, как сказать, российские материалы могли конкурировать по цене и по качеству. Но в итоге, как я понял, как я знаю из последних событий, этого не произошло, и там никто эту инициативу не поддержал. И как с Китая везут сварочные материалы, это же не только китайские, очень много брендов европейских, американских в Китае изготавливаются, и просто сюда везут и продают, опять же, это нормально. В общем, это не увенчалось у них успехом. Тем самым они хотели себя защитить, тем самым они хотели как-то, ну не знаю, большой кусок рынка отхватить. Ну, у них по определенным причинам не получилось это. Это такая нечестная, мне кажется, игра. Тут нужно повышать качество и конкурентоспособность, и там над другими направлениями, сегментами и фишками работать, а не такой игрой заниматься. Что еще хотел сказать? Я, там, не знаю, может полгода назад, месяца 4 назад записывал различные видео, где я рассказывал, какие сварочные бренды остались, какие можно купить без проблем. В общем, после этих видео мне позвонили 2 директора и сказали: Сергей, ты так больше не говори про нас. То, что да, мы возим европейское и там, американское сварочное оборудование, мы без проблем-то можем продать в России. Но пусть об этом лучше не знают конкуренты, потому что сейчас время такое. И санкции, и вторичные санкции, и кто-то может что-то, не знаю, куда-то донести, рассказать. Ну, это неправильно. Хорошо, когда вы можете спокойно, без проблем купить это оборудование, ну, не надо, как сказать, большую огласку этому придавать. И поэтому в этом видео я там не говорю про конкретные сварочные бренды. То, что вот этот бренд есть в России, без проблем вы их можете купить. Американский, европейский, там, не знаю, японский и все. Сейчас без брендов, без ничего. Чтобы, опять же, я этих людей уважаю и не говорить такого, чтобы их как-то, как сказать, их, ну, как-то не подставить в хорошем смысле слова. По отечественному сварочному оборудованию также компании подтянулись, тот же Эвоспарк, Форсаж, по-моему, чуть не очень подтянулся, Неон, по-моему, что-то тоже не очень подтянулся. Элой, НН мне понравились, много оборудования у них, много новинок, и сами они, как я понял, не знаю, где они взяли денег, ну прям они масштабно растут, и молодцы ребята. Как я понял, слышал такую историю, то, что они бывших дилеров Кемпик себе забрали, и теперь они тоже занимаются оборудованием Элой. В общем, и оборудование само по себе стало гораздо лучше, чем было раньше, потому что первые аппараты Элой, которые были там 8 лет назад, 10 лет назад, но это, они были не конкурентоспособны, то теперь это хорошее нормальное оборудование, с хорошим сервисом, с хорошими дилерами, с хорошей поддержкой, с хорошими технологиями. В общем, молодцы по Элою. Что еще хочу сказать про Magma Weld, турецкая компания по сварочным материалам. То, что вот я слышал недавно, якобы они уже давно строили завод в Санкт-Петербурге. Вроде бы сейчас уже открыли и начали изготавливать порошковую проволоку и электроды. Ну, не знаю, так оно или не так. Но я думаю, если уже люди говорят об этом, значит так оно и есть. Так, про Линкольн завод, который в Мценске межгосметиз пока стоит. У меня информации по нему нету, то есть продавать его будут, не продавать, что с ним будет вообще по сварочным материалам, никто ничего не знает. Но, как я повторюсь, опять же, сварочных материалов Линкольна и оборудования Линкольна, да на рынке много, вот идите покупайте без проблем, там у некоторых дилеров это все есть в наличии на складе и привезти могут, то есть с этим проблем нет. Если опять же так вот подытожиться это видео про итоги 2022 года, то вот я его хочу одним таким предложением завершить, как я уже говорил, каким бренды ушли, американские, европейские, японские, там, не китайские, там, южнокорейские и так далее. А сварочное оборудование, сварочные материалы остались. В общем, вот такой вот итог этого года. Тут до Нового года уже 2 недельки всего, ну даже 2,5 недельки остались. Так что уже можно смело подводить итоги. У меня все. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.